Здравствуйте, друзья! Сегодня вы увидите, как в России строили дома. Сегодня мы покажем вам восхитительный памятник русской архитектуры. Нижний Новгород в Российской империи всегда был городом просвещенным. Если Санкт-Петербург слыл городом музеев и театров, то Нижний Новгород всегда был городом промышленников и людей, смотрящих в будущее. Не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Всем добра! Ну, тут солнышко есть, в принципе, не замерзнем. Я думал, тут от домов тень большая. Покатавшись на фуникулере, мы с Олюшкой решили прогуляться по Верхневолжской набережной. Это старинная улица Нижнего Новгорода, на которой сгруппированы дома, старинные дома купцов и различных промышленных магнатов Нижнего Новгорода. Многие дома до сих пор используются, некоторые для проживания, некоторые под различные организации и музеи. Итак, мы гуляли по этой улице, и я вдруг увидел впереди музей-усадьбу Рукавишникову. Мы с Олюшкой решили ее посетить, о чем и поведаем сейчас вам. Первый в России электрический трамвай был пущен в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде также были передовые новинки и в области архитектуры, такие как усадьба Рукавишникова. Этот дом был первым из нижегородских домов, оборудован электрическим светом в 1903 году. Главный дом усадьбы является объектом культурного наследия регионального значения, федеральной собственностью и великолепным памятником гражданской архитектуры. Хотя и тут многие историки не договаривают. Во многих публикациях дом называют усадьбой Рукавишниковых, но на самом деле он изначально был построен как двухэтажный каменный особняк в 1830 году купцом Третьей гильдии, миллионером Серапионом Везломцевым. В 1840-х годах здание перешло за долги его хозяина, владельцу первого в Нижнем Новгороде сталелитейного завода и крупному ростовщику Г.М. Рукавишникову. Позднее его наследник С.М. Рукавишников решил превратить усадьбу на Верхневолжской набережной в величественный комплекс с домом в стиле итальянского палаццо. Для осуществления своих амбициозных планов строительства молодой наследник обратился к талантливым мастерам. Автором архитектурного проекта стал П.С. Бойцов, который выполнил проект реконструкции старого дома, превращение его в здание дворцового типа. Богатый лепной декор – работа скульптора М.О. Микешина, а оформление интерьеров живописью было выполнено Ф.Г. Тороповым. Сохранив несущие стены старого здания, архитектор Бойцов пристроил к нему крылья и надстроил третьим этажом. С южной стороны пристроил мраморную парадную лестницу к двухсветному залу, богато декорированному лепниной и росписью. Все внутренние помещения особняка отличаются пышностью отделки стен и дорогим художественным паркетом. Здание обильно украшено лепниной, балкон второго этажа поддерживают атланты, а оконные простенки занимают горельефные фигуры кариатид. По второму этажу особняк связан с двухэтажным кирпичным флигелем. Внутренний дворик с фонтаном и верандой – уютное место отдыха. Вот таким был изначально дом Серапиона Везломцева. А таким он стал уже после реконструкции Рукавишникова и превратился в усадьбу.
Это было престижное строительство, демонстрация мощи своего капитала. 50 комнат этого дворца были предназначены для семьи из 8 человек. В романе Ивана Рукавишникова «Проклятый род» есть такие строки, повествующие о сокровенной мечте богатого наследника. «Будущий дом велик и прекрасен. 1000 каменщиков будет строить, чертежи плана из Москвы и из Петербурга. И будет дом-дворец, и во дворце 100 комнат, и зал в 2 света, и лестница мрамор, какого нет нигде. И будет дворец тот стоить ровно 1 000 000. Пусть весь город ахнет. Пусть со всей Волги полюбоваться съезжаются». Как видите, во все времена люди любили похвалиться друг перед другом. В результате Верхневолжскую набережную украсил настоящий купеческий дворец, великолепный памятник эпохи, когда Нижний Новгород был торговой столицей страны. С 1924 года в усадьбе получил постоянную прописку Краеведческий музей, ныне Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. В настоящее время объектом показа являются архитектурные особенности здания и эстетические достоинства его интерьера, исторические выставки и уникальные коллекции культурных памятников из фонда музея-заповедника, в том числе выставка «Особая кладовая», где экспонируются предметы так называемого спецхранения – серебряные и золотые изделия, нижегородские клады. В 1994 году, когда демократы начали разваливать страну, музей закрылся на реставрацию, которая затянулась на 16 лет. Знания и память об истории стали никому не нужны. Все бросились воровать и разрушать. Лишь в 2010 году главный дом усадьбы Рукавишниковых снова открыл свои двери. Если после постройки это был основной дом проживания семьи Рукавишниковых, жившей здесь в 19 веке, то сейчас, кроме самого музея Рукавишниковых, в трехэтажном особняке представлены выставки коллекций декоративно-прикладного и ювелирного искусства из фондов Нижегородского музея-заповедника. В бальном зале усадьбы Рукавишниковых регулярно проходят концертные программы, а также различные культурно-просветительские и праздничные мероприятия. Внутри самой усадьбы во многих комнатах нам с Олюшкой запрещали снимать на видеокамеру, поэтому мы снимали тайком. Вот такой прекрасный дом был спроектирован и построен Сергеем Михайловичем Рукавишниковым с друзьями. Я думаю, что такой дом намного приятнее для проживания, чем коробки из газобетона, обшитые сайдингом ОСП и с ядовитыми пластиковыми окнами. Так что есть к чему стремиться. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Всем добра!